Все ли знают, что такое синдикат? Вы уверены? Да, это предатели, воришки и боевые оперативники, которых мы можем встретить на космической станции. Но что стоит за их жестокостью? Обычная преступность? Или у них есть веская причина мстить? Почему целая коалиция корпораций, наемников и ученых объединилась в тени, чтобы сокрушить Нанотрейзен? Сегодня мы разберемся, что зарано заставляет синдикат истекать яростью и плазмой, и почему они отчасти могут быть правы. Вы на канале Default Toolbox, и как я понял, вам очень понравился формат прошлого ролика, поэтому давайте продолжим развивать эту тему на YouTube. Приятного просмотра! Чтобы понять палача, нужно понять жертву. И в нашем случае жертва – это гигант корпорации Нанотрейзен. Именно их безраздельная власть над самым ценным ресурсом – плазмой – породила того, кто бросит им вызов. Представьте, вы владелец небольшой, но гордой корпорации. Вы вкладывали в исследования и разработку, строили планы. И вот к вам приходит НТ со своими юристами, патентами и частыми армиями. И ваш бизнес больше не существует. Ваши открытия – их открытия. Ваши планеты – их планеты. Что вам остается? Смириться? Исчезнуть? Или найти других таких же обиженных и дать ответ? Так и родился синдикат. Не по воле одного сумасшедшего, а по холодному расчетливому решению тех, кого оставили без будущего. Это не совсем террористическая ячейка, это корпоративный картель изгоев, теневое правительство, построенное на 3 китах, на триумвирате. И начинается история с первого кита – Cybersun Industries. Согласно разным версиям лора, компания изначально была основана для добычи полезных ископаемых и продажи ювелирных изделий, но в попытках улучшения качества обработки своей продукции перенаправила свой вектор на исследование и разработку высокоточных наночипов, процессоров и искусственного интеллекта. Благодаря этому корпорация набирает популярность за счет производства и продажи своих беспилотных юнитов, механических погрузчиков и роботов-добытчиков, которые были способны выдержать жесточайшие условия поверхности планет. Но и этого оказалось мало. Дальше Cybersun решили экспансировать и в военную промышленность, так как на тот момент боевые беспилотники и в принципе высокотехнологичное оружие очень ценилось, особенно у частных военных компаний. Это и был апогей корпорации, когда была и слава, и финансы. Но стоило только Cybersun'у достичь пика влияния и полезть в исследования Blue Space, как его путь пересекся с растущей империей Нанотрейзен. Началась жестокая конкурентная борьба, вылившаяся в серию войн, которые длились несколько лет. В конце концов, в конфликт вмешалось объединенное правительство Земли, которое вступилось за НТ, чтобы остановить войну и вынудило Cybersun подписать кабальный мирный договор. Часть активов и технологий было национализирована или передана в Нанотрейзен. Это было сокрушительное поражение для Cybersun. Поражение в битве, но не в войне. Немного вернемся во времени. ЧВК Gorlox Securities. Охранное военное предприятие, чьи услуги всегда востребованы, ведь не каждая космическая организация имеет в своем распоряжении службу безопасности, а эти ребята представляют широкий спектр услуг от сопровождения торгово-космического конвоя до защиты целых планет. В двух словах, это профессиональные военные, и, наверное, самое главное, то, что они обещают держать тайны своих контрактов и заказчиков в секрете и берутся за любую работу, если она хорошо оплачивается. Во время конфликта Cybersun'а с Нанотрейзен, ЧВК Gorlox стала их ключевым партнером и союзником. Для Gorlox этот контракт был стратегическим шагом, ведь им было важно сохранить военное производство Cybersun, так как они поставляли им большую часть вооружения и снаряжения. После подписанного контракта боевики Gorlox активизировали все свои батальоны, чем дали надежду на победу. Но мощь флота Нанотрейзен оказалась сильнее. Gorlox понес чудовищные потери. Его легальная структура была почти полностью уничтожена. Из пепла этого поражения, по слухам, и поднялись мародеры Gorlox, объединение ожесточенных ветеранов, для которых война с Нанотрейзен стала делом жизни. Примерно в то же время на сцену выходит третий игрок – корпорация Interdyne Pharmaceutics. В отличие от своих будущих союзников, Interdyne не была таким уж новичком на рынке. Это была устоявшаяся фармацевтическая компания с солидной историей и репутацией производителя качественных медицинских средств, имплантов и протезов. Однако за этим легальным фасадом скрывалась иная сущность. Там в секретных лабораториях велись исследования, далекие от медицинской этики. Interdyne активно разрабатывала экспериментальные боевые стимуляторы, нейротоксины и средства для контроля над сознанием, видя в этом следующую ступень эволюции фармакологии.
Их интерес к конфликту Киберсан и Горлок с Нанотрейзен был вполне логичным. Амбиции Нанотрейзен простирались слишком далеко. Корпорация Гегемон стремилась подмять под себя и фармацевтический рынок, используя свои монопольные позиции. Для Интердайн, как и для других, это означало быть либо поглощенной, либо уничтоженной. И в этот момент судьбы трех изгоев сошлись на основе поддержки друг друга и общенаправленного вредительства Нанотрейзен. Именно этот триумвират корпораций стал неофициальным теневым руководством организованного движения, которое вы знаете по названию Синдикат. У них нет единого лидера, чья смерть могла бы обезглавить всю организацию. Возможно, именно поэтому они изображают трехглавую гидру на некоторых вариациях своей символики. Киберсан для Синдиката стал производственным станком экипировки. Практически все нелегальные вещи, начиная от мощной рейдерской брони Джаггернаут, заканчивая универсальным криптографическим секвенсором, включая саму систему транспортировки Uplink, заслуги именно Киберсан Industries. Подготовку боевых единиц Синдиката, их обучение проводит Горлокс, а Интердайн спонсирует сотрудников медициной, имплантами и боевыми стимуляторами. К тому же существуют более мелкие корпорации, такие как Dong или Waffle, также содействующие их движению. И конечно же все это неофициально. Никто не может найти зацепок, чтобы публично обвинить в причастии хоть одну из этих корпораций. Для удобства совершения своих злодеяний Синдикат стал располагать секретные мобильные штабы в термосферах неколонизированных или непригодных для колонизации планет. Такие оперативные базы называются Тайпан в честь ядовитых земных змей. Как и его тезка, Тайпан действует из засады, наносит один, но сокрушительный удар и исчезает во тьме космоса, оставляя после себя лишь боль и паралич в рядах Нанотрейзен. Именно научно-исследовательские станции, где собственно и происходят события игры, это прекрасные мишени для атак Синдиката, потому что, во-первых, трудоустройство к ним довольно простое и пройти подставному агенту не составляет труда. Второе – это высокая уязвимость. Защита службы безопасности, которую так нахваливают, зачастую оказывается посредственной. И в-третьих, это довольно ценные активы для корпорации, ведь тут у нас и высокопоставленные сотрудники в лице капитана, уникальные исследовательские данные и дорогостоящее оборудование из отдела РНД, а также ключевой ресурс – плазма. Саботаж научной станции наносит Нанотрейзен прямой финансовый и репутационный ущерб, то, чего и добивается Синдикат. Атаки на станции принимают различные формы в зависимости от конкретных целей Синдиката. Самый распространенный и коварный метод – это внедрение агентов-предателей или обычных воришек. Чаще всего это рядовые сотрудники, попавшие в долговую яму или оказавшиеся в безвыходном положении. Синдикат предлагает им сделку – выполнишь задание – решишь свои проблемы, не выполнишь – последствия будут куда страшнее долгов. Эти агенты почти всегда действуют в одиночку, как призраки. Их задача – разнообразный саботаж, кражи или нейтрализация определенных личностей, но Синдикат безжалостен к своим пешкам. Бывают случаи, когда агенту приказывают устранить другого предателя на станции, чтобы подчистить следы, или выдают финальный приказ взорвать себя вместе с каким-то важным представителем. Отказ от подобного поручения приведет к более мучительным последствиям. Когда Синдикату требуется не тишина, а демонстрация силы, в дело вступает тяжелая артиллерия, ядерные оперативники. Это элита, прошедшая тщательную подготовку на полигонах Горлокса. Их миссия – полное уничтожение станции. Но эта задача не прогулка с пушками, а полноценное объявление войны. Им предстоит прорвать оборону, нейтрализовать службу безопасности и, главное, найти диск ядерной авторизации, с помощью которого взвести ядерную боеголовку, используя код, который любезно предоставили хакеры Синдиката. Даже их высочайшая подготовка и лучшее снаряжение Киберсан не дают стопроцентной гарантии успеха. Отчаянное сопротивление экипажа, сбой в работе оборудования или просто случайность могут превратить грозную миссию в провал, который дорого обойдется Синдикату. Помимо этого, Синдикат пользуется еще одним, более бюджетным методом дестабилизации ситуации на станции. Это революция. Они поняли, что на каждой станции Нанотрейзен есть недовольные, низкооплачиваемые работяги, измученные ученые и ассистенты, мечтающие о власти. Синдикат предоставляет им все необходимое. И речь не об обычном оружии. Главное оружие здесь – идея и специальное устройство для ее внедрения. Парочка завербованных агентов, глав революции, получает от Синдиката революционный манифест или особую вспышку, не простую, а модифицированную. Короткий ослепительный свет, и разум человека перепрограммируется. Его обиды, его зависть, его жажда справедливости – все это сливается в единую, неоспоримую программу. Власть экипажу, долой командование Нанотрейзен. Это не просто бунт, это идеологический вирус, от которого у Нанотрейзен есть только одна вакцина – щит разума, имплант, блокирующий вербовку.
Конечно, пока мародеры Горлокса гремят взрывами, а революционеры несут знамена свободы, у Interdyne Pharmaceutics есть свой, куда более изящный и циничный подход к подрыву станции. Они называют это «нулевой пациент». Это не солдат с оружием, а тихий, ничем не примечательный сотрудник, который является биологической бомбой замедленного действия. Interdyne внедряет в его организм специально сконструированный патоген на основе плазмогенных грибков, который также содержится в препарате под названием Рамирол. Этот вирус до поры до времени никак себя не проявляет, и в нужный момент агент превращается в одержимого монстра, самого настоящего зомби, задача которого заразить как можно больше работников станции. Каждая смена с такими пациентами на борту – это испытание биооружия в полевых условиях, идеально вписывающееся в стратегию синдиката. Interdyne, как куратор этой эпидемии, в реальном времени собирает данные, наблюдая, как их лично сотворенный штамм распространяется по отсекам, превращая станцию в гигантскую чашку Петри. На этом можно было бы и закончить перечисление вариаций атак на МКС, но я, пожалуй, упомяну про то, что в космосе достаточно злых фракций, помимо Синдиката. Это и космические пираты, и культисты, и еретики, клан Паука, и конфедерация магов. И я думаю, неудивительно, что Синдикат может на каких-либо условиях сотрудничать и с ними против общего врага в лице Нанотрейза. Фух, ну что ж, думаю, вам было интересно. Я понимаю, что возможно мало, но мне уже давно стало тяжело делать 40-минутные видео. Предлагайте, что мне еще записать из лора или не лора. А на этом сегодня все. Спасибо за просмотр. Чао.